Одесса, июнь 2026 год, трасса здоровья. Посмотрите, сколько сегодня сюда пришло людей для того, чтобы прогуляться, оздоровиться и подышать, конечно же, свежим морским воздухом. Кстати, с французского бульвара вы можете спуститься в ресторан Ла Камбала или Санторини на, классно, нам помахали, на такой электромашинке. Вон оттуда спуститесь прямо вниз на трассу здоровья. Очень удобно, потому что здесь, хочу вам сказать, пройтись хорошенько нужно. Всем привет-привет! В Одессу пришло настоящее лето. Это видно и по атмосфере, и по палящему солнцу. Поэтому с вами мы сейчас идем ближе к морю, но в очень и очень необычное место. И хочу вам сказать, что это место посещают только самые смелые. Смелые и бескомплексные. А сейчас мы с вами спускаемся на трассу здоровья, одно из самых любимых мест одесситов для прогулок. И знаете почему? Потому что с одной стороны зелень, а с другой стороны у нас море. Здесь ремонт трассы здоровья, как вы видите. Дальше об этом расскажу. А сейчас покажу, что же здесь происходит. Так, перейдем дорогу, чтобы нас никто не переехал, потому что здесь много велосипедов ездит. Видите, спортсмены бегают. Ремонт, конечно, затеяли не совсем вовремя, летом, но что поделать, такое тоже бывает. Главное, что в итоге должно быть красиво. Я пришла с французского бульвара, и там вот чувствуется, знаете, такая загазованность, уже жара пошла. Приходишь на трассу здоровья, и здесь пахнет, здесь свежий воздух, пахнет море. Ну и сегодня как-то необычно пахнет шашлыком. Это тоже неплохо. Вот смотрите, как всех возят. Это уже на французский бульвар повезли. По-настоящему летняя атмосфера. Вот здесь можно отдохнуть, съесть хот-дог, сделать красивую фотографию. Но это не пункт нашего назначения. В пункт нашего назначения мы только идем. Ну а сейчас увидите, сколько на море людей, а людей достаточно много. Чувствуется, что выходной, кто-то купается, а кто-то просто загорает. Ой, как красиво выглядит сегодня море. Такое чистое, такое прозрачное. Красота. Нам обещают немножечко похолодание на завтра, послезавтра. Хотя, можно сказать так, в принципе, температура воздуха останется прежней, но нам обещают сильные шквалы и дожди. Поэтому, знаете, одесситы решили взять от субботы по максимуму. Посмотрите, какие красивые картины здесь продают. Можно привезти и какой-нибудь сувенир из Одессы в виде ручной работы, в виде написанной картины. Ну, а мы с вами идем дальше. Кажется, здесь забыли сменить надпись, что температура воздуха 16, мне кажется, гораздо жарче. Водичка 18 и просека 8. Это самая актуальная температура для поднятия хорошего настроения. Вот так выглядит новое покрытие на трассе здоровья. Оно немного мягче, чем предыдущий асфальт, мягче. Может, будет как раз более комфортно людям бегать, потому что вы знаете, что нужно бегать по поверхности более мягкой. Но, в принципе, ничего не изменилось. Да, буфет, конечно, как всегда, пользуется популярностью. В этом месте очень сложно найти на выходных свободное место. Мне нравится, что возле большинства одесских заведений ставят посуду для животных и птиц, чтобы они могли попить воды и поесть. И эта птичка не упустила возможность воспользоваться таким предложением. Всегда при любых обстоятельствах важно оставаться человеком и заботиться о тех, кто в этом нуждается. Вы не подумайте, что мы с вами не пойдем на пляж. И его мы посетим просто немножечко позже, потому что сейчас мы подходим к первому пункту нашего назначения. И встречает нас здесь такое маленькое кафе «Намасте». О, смотрите, от Одессы до Монблана 1836 километров. О, Фудзияма 8423. Конечно, у меня одно из самых больших желаний увидеть Фудзияму в Японии.
Да, в Эверест опять. Дальше всего Фудзияма. Ну, я даже не знала. Так, встречает нас здесь Намасте. Намасте, кто не знает, это в Индии и в Непале приветствие. Уважительное приветствие. Да, спасибо. И пришли мы с вами в место, первое место, это место для экстремалов, и это Одесский скалодром. Он находится на трассе здоровья. Это первое место для самых смелых, а потом мы еще пойдем с вами в место для тех, кто без комплексов. Вам покажу, как выглядит Одесский скалодром, но сама не полезу, потому что я не экстремал. И у меня, наверное, сейчас после бессонных ночей даже не хватит сил туда залезть. Меня пригласили внутрь, чтобы, как говорится, я не стояла на пороге. Скажите, пожалуйста, а какая высота максимальная подъема? Тут 15,5-16. 15,5-16 метров. А какая стоимость? Стоимость по-разному. По-разному. В среднем 100 гривен подъем. 100 гривен один подъем на высоту, да? Ага, спасибо. А сколько по времени? 100 грамм. Это быстро. Быстро, да? Вы хотите пролезть? Не, я не подготовлена, спасибо. Вот девушка спускается, я вижу, она профессионально это делает, не так, как бы делала я. Ну, молодец, круто. Меня приглашают подняться, а вот ребята спускаются, поднимаются. Ага, спасибо. Круто. Здесь, видите, есть прямой вот такой подъем, а есть вот прям как на скалу, на гору лезешь. Круто. Ну, со стороны прикольно смотреть. Я не знаю, может, и бы я поднялась, но я знаю, что нужно иметь очень сильную силу в пальцах. Здесь, возможно, будущие альпинисты поднимаются. Слушайте, вот интересно посмотреть. Ну, я вижу, мужчина профессионально лезет, он здесь явно не первый раз. И видно, что это достаточно сложно. Видите, устают руки. Но молодец, круто. Идем с вами смотреть что-то интересное, где можно отдохнуть для тех, кто любит природу. Здесь вот такая территория, я так понимаю, сюда. К вам, получается, можно с палаткой приехать или здесь есть уже палатка? Ну, кемпинг, да. Это... Ага, ну это со своими или у вас прямо арендовать их? Я не знаю, без аренды, но кажется, надо уточнять. Ага, уточнять. Хорошо, спасибо. Здесь можно отдохнуть с палаткой. Я еще не узнала цену аренды, потому что нет человека, который этим занимается. Но вот здесь, знаете, такой свой отдельный городок. Даже интересно полазить. Здесь мы с вами еще точно не были, на деревьях вещи сушатся. У нас на даче, кстати, тоже много приезжало всегда людей с палатками отдохнуть. И это, знаете, свой особый вайб. Вот люди сделали такую эко, без пластика, деревянное все на детской площадке. Круто. Ну, конечно, если вы приезжаете отдыхать с палатками, то пользуйтесь репеллентами, потому что, я думаю, клещей здесь можно нахвататься много. Берете палатку и приезжаете в Одессу. Если не хотите арендовать номера в отеле, здесь есть альтернатива. В общем, из всех экстремальных развлечений, которые здесь есть, я для себя нашла качелю. Это мое, покататься на качеле и посмотреть на море. В память погибшим альпинистам возведен мемориал еще в 2008 году. Я, честно, его не видела, никогда и здесь не была. І пам'ять альпіністів, віддавши своє життя за незалежну Україну. 2025 год. С видом на море, в горах мое сердце. И камень, который формирует, который показывает форму скалы. Я не узнала цен на кемпинг. Загляну еще вот в такую кафешку на мостах. Здесь можно купить мороженое, можно купить водичку. Даже просто проходя по трассе. Здравствуйте. И смотрите, здесь картины, связанные, конечно же, с разными горами. Вот, відпочинок з наметом у моря, кемпинг, душ, кухня, туалет и номера телефонов. Если вы захотите, можете посетить. Ой, здесь разливают такой крутой чаечек. И называется это все здоровье.
Здравствуйте. А если я блогер, могу показать? Да, спасибо. Смотрите, здесь пахнет так у вас. Да, спасибо. Пахнет так у вас. Да, может быть. Спасибо. Здесь... Недавно вы за что-то рассказывали. За дворики, за одесские За одесские дворики, возможно, да, спасибо. Играла музыку, к сожалению, не могу вставить весь разговор. Что же здесь интересного? Здесь можно выпить витаминный чай с медом, и фишка является то, что можно выпить чай с мухоморами. И такое в Одессе можно найти именно на трассе здоровья. Спасибо, хорошего дня вам. Кстати, здесь, спасибо, и здесь очень-очень, хочу вам сказать, приятно пахнет. Возможно, я пройду дальше, и у меня еще улучшится настроение просто в разы. Знаете, куда мы с вами пришли? Мы с вами пришли на нудистский пляж. Как хорошо почувствовать себя свободным человеком, абсолютно без одежды, насладиться таким пляжным морским отдыхом. Проход в него, хочу вам сказать, таки не самый приятный. Подходим к концу обрыва, и я даже не представляла, что сегодня будет здесь такое огромное количество людей абсолютно без комплексов. Хочу вам сказать, не каждый так сможет. В городе я бы точно так не смогла. В какой-то будний день, когда людей мало, я бы не советовала здесь девушкам одним ходить. Как-то не очень приятно. Все еще сейчас такое зеленое, насыщенное, везде кусты. Лучше не рисковать, а то разные истории у нас бывают. Я же говорю, одесситы, гости города, кто знает о трассе здоровья, очень любят это место. И это видно по толпе. Вогнища не розпалювати. Идем с вами в еще одно интересное место. Ой, Виктория сегодня вся в приключениях. Не советую ходить по таким местам одним. Я просто слышу, что здесь люди, и я немножко чувствую себя уверенно. Лучше вот я бы, конечно, с Ирой пришла. Ну, сегодня выходной, много людей, я оглядываюсь. Ну, в принципе, думаю, тут нормально. Здесь можно увидеть, смотрите, какая скала, и здесь промывало ее, наверное, воды текли, и камень аж треснул. Я не представляю, сколько ему лет. В принципе, так выглядит порода, на которой стоит Одесса. Ну что, мы с вами пришли на экзотический пляжик. Смотрите, как красиво. Какие здесь скалы. И здесь вот такое дерево растет на пляже. Тоже добавляет экзотики. Жарили шашлыч. Ага. Здесь палаточки. И люди вот так в палаточках разместились и отдыхают с прекрасным видом. Представляете, какая романтика. Ну, на самом деле, хоть в этом есть свои неудобства, все равно это прикольно. Вот так отдохнуть. Смотрите, какие красивые камни. Круто, да? Я надеюсь, никакую змею здесь не встретим, потому что они здесь тоже могут быть. У нас в море вообще, особенно за городом, встретить змею не такое уже и редкое явление. Мне кажется, очень круто здесь встречать закат. Реально. Сидишь на камнях и смотришь, как садится над городом солнце. Я вот смотрю на такой обрыв, на растения, и воздух сейчас так пахнет морем. Вот не на всех пляжах Одессы такая обстановка, здесь мало людей, и у меня такое чувство, что я где-то сейчас на нашей даче, но мы даже туда сейчас поехать не можем, потому что постоянные обстрелы. Вот. Я не могу об этом не говорить, потому что, знаете, это как болит. Болит оно каждый день, и каждый день от этого очень грустно. И ты с этим ничего не можешь сделать. А вот когда так долго война, то это, конечно, очень сложно. Видите, здесь такой проходик, и мы сейчас выйдем на другой пляж. И здесь будет много людей. Экзотика, видите, у нас здесь такая местная. Для детей здесь есть батут, можно попрыгать, пока вы загораете, чтобы найти им какое-то занятие. И мы пришли на пляж возле Лакамбалы. Уже вечер, уже все потихоньку расходятся. Но сегодня на море было много людей. Выходной, хорошая погода. Я думаю, сейчас пройдут дожди, и все поедут в Одессу, и не будет просто где лечь. Кровати тоже, видите, здесь на пару человек, на несколько семей вот так вот люди арендуют.
Подойдем же сегодня к водичке. Везде буйки в море. Я, кстати, в прошлом году, может, не обращала внимания, что они есть. Но в этом году есть. В море немного водорослей. Но вода прозрачная. Можно даже увидеть крабиков и можно даже увидеть рыбку. Потрогаем. Написано на табло, что вода в море сегодня 18 градусов. Но для меня все еще остается холодной. Я не плаваю, когда такая температура воды. Я люблю плюс 25. Ну, теплеет. Хочется сказать, что вода теплеет. Видите, здесь все усеяно вот такими камушками. Курит. Кто-то загорает под последними лучами солнца на сегодня. Расслабиться невозможно. Читаю, что в море уже 2 дрона. И непонятно, когда они полетят. Курс пока не город, но в любой момент направление может измениться. А вот мы вышли на бесплатный пляж. На городской такой обычный. Уже такой холодный ветер, с моря подул вечер уже. Но люди все равно плавают. И вот так мы попадаем с вами в красивый ресторан с видом на море, который называется Ла Камбала. Лодочку эту их люблю. Хочу подойти, узнать цены на пляжный отдых, чтобы если вы захотели посетить это место, то вы знали, какая стоимость. Здравствуйте. А вот здесь цены на шезлонги. В будние дни дешевле по 500 гривен, в выходные по 600. Кровать 1500-1800. Беседка цены, полотенце отдельно. И шкафчик тоже отдельно. Еще здесь есть вот такое зеркало с видом на море, в котором вы можете сделать для себя потрясающее фото на фоне Черного моря. А вот так по лестнице можно подняться и в сам ресторан. Здесь, конечно, открывается потрясающий вид на море. Они сделали здесь шикарную набережную для отдыха, для красивой локации сделали для фотографий. И одесситы, гости города, конечно, любят это место в первую очередь из-за вида. Если вы не знаете, какое красивое место посетить в Одессе, мой для вас искренний рекомендацион. Приходите именно сюда. Здесь можно и на пляже отдохнуть, и просто прогуляться по трассе здоровья, подышать свежим воздухом. Уверена, вам понравится. Тепло, лето, и многие стараются приехать поужинать, просто приехать вечером прогуляться к морю, поэтому, видите, такие заведения пользуются популярностью. Рядом возле Ла Камбалы есть ресторан Санторини, и я думаю, где так вкусно пахнет жареным мясом, и, скорее всего, это именно отсюда. Здесь, видите, жарится мясо, рядом плов с большим количеством мяса. Я на это обратила особое внимание. В общем, хочешь не хочешь, а аппетит просыпается. Всем прекрасного летнего настроения и побольше позитива. До встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.